Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня у меня для вас новинка. Не буду долго говорить, лучше приступим к делу. Поехали! Сегодня я буду декорировать павлина. Мне понадобится полузаготовка, половина заготовки от шара, диаметр у меня 10 сантиметров. Также мне понадобится вот такая пластиковая заготовка, она у меня тоже диаметр 10 сантиметров. Ссылочку на них я оставлю. Мне понадобится бархат и кисточки для павлина, ну и, конечно, стразовые цепочки и стразы. На заготовке, вот видно, я сделала 2 отверстия. Именно за эти отверстия я буду крепить павлина. И крепить я буду вот такими строительными затяжками. Не знаю, как по-русски называются. И сейчас расскажу по-быстрому, в каких местах делать отверстия. Вы делаете отверстие в том месте, где хотите прикрепить павлина. У меня он будет крепиться вот за эти вот края. Поэтому хотите ближе, делайте ближе. Хотите на край, делайте более там на край. Хотите посередине, делайте посередине. И здесь мне надо откусить вот эту вот вешалку. Она мне не нужна. Поэтому аккуратно плоскогубцами или что у вас есть, можно откусить. Вот. И все выровнять, подпилить. И теперь нам надо обтянуть заготовку. Вот этот край я не срезаю, оставляю как есть, потому что здесь я буду подклеивать сверху вот так, и ничего видно не будет. И обрабатываю бархатом заготовку. Подклеиваю вверх-вниз для начала. Так, даю хорошо закрепиться. Натягиваю нижнюю часть. Также даю закрепиться. И сейчас буду проходить по кругу, все обрабатывать. Я уже научилась сводить расход ткани к минимуму. Видите, у меня прямо по краю все проходит. Раньше я резала квадратики, сейчас уже научилась вот таким образом действовать. Это очень экономит ткань. С одной стороны, с другой стороны. Много раз я показывала, как обрабатывать, поэтому вот так вот. И посмотрите, как красиво бархат натягивается. В данном случае я использую только одну часть заготовки. Да, и многие говорили, пишут насчет вот этих вот от клея, которые тянутся. Почему-то в последнее время весь клей вот тянется. Но чтобы меньше тянулся, я стержни помещаю в морозилку. Ой, не в морозилку, в холодильник, буквально на минут 20. Тут я не успела, так как мне надо было работать, поэтому вот он у меня тянется. Ну ничего, я все это уберу. И вот так продолжаем обрабатывать заготовку. И теперь, когда у меня все подклеено, я лишнюю ткань подрезаю. Вот таким образом. Все лишнее отсюда убираем. И затем еще раз просматриваем, все ли у нас подклеилось. Если где-то что-то не подклеилось, подклеиваем, извините. Сейчас мне бархатом надо обработать эту заготовку. Здесь у меня отверстие, через бархат я буду крепить павлина. И чтобы ткань у меня здесь не разошлась, я подклею двухсторонний скотч. Именно на отверстие. Ткань прилипнет, и она уже не пойдет дальше. Эту заготовку я отложу, возьму другую и начерчу круг на заготовке. Вот таким образом. И теперь с припусками примерно 5 миллиметров, 1 сантиметр я вырежу.
Здесь не так важно очень-очень ровно вырезать. И вырезаю полностью. И что я делаю дальше? Я беру нитку с иголкой и просто собираю по краю. Можно через край, можно вот так по краю, кому как удобно. И прохожу полностью по ткани. Многие подклеивают, я знаю, но мне не нравится подклеивать, так как именно когда подклеиваешь, не совсем все равномерно получается. А так все собрал по кругу, вложил вовнутрь заготовку и затянул. И получится все ровно. И продолжаем собирать ткань на нить. Ну вот мой мешочек собрался, и теперь я укладываю заготовку и все затяну. И сейчас я вам покажу, как ровно все получается. Вот, посмотрите. Все ровненько, все идеально. Так, узелок убежал. Сейчас поймаем. И затягиваю чуть побольше. И посмотрите, как все ровно идеально. Мои заготовки готовы, и пока я их отложу, будем декорировать павлина. Как делать вот такие метелочки, уже все знают. И здесь у меня, например, идет 3 отрезка по 4 сантиметра. Вот здесь 2 отрезка, еще третий надо. Просто я уже сделала, намотала. Конечно, если вы хотите, может быть, хвост еще пышнее, длиннее, то берете побольше. И вот эти палочки в этом случае мне не понадобятся, я их всех отрезаю. Все края надо обжечь, чтобы у нас ничего нигде не тянулось. И сейчас сразу уточню. Практически по всему хвосту мне надо будет вот такие метелочки из 3 штучек. Только вот здесь по краям мне понадобится 2 по 2 штучки. Идет вот 2 квадратика будет. Ну и раз накручиваю, покажу. Беру проволоку, она у меня 1 миллиметр. Главное, чтобы она хорошо подгибалась. Потому что если вдруг вам где-то что-то крепить, то будут пальцы болеть. И вот удобно прокручивать. Слишком тонкую не берите. И вот у меня такие получается поменьше. Крепить перышки я буду вот по этим основаниям. И где-то чуть-чуть больше, где-то чуть меньше. Вот, например, тут мне вообще подрезать не надо, а вот тут чуть-чуть надо подрезать. Я беру ножницу и подрезаю. Примеряю перышко. Если мне подходит, беру его в руки. И вот так вот. Можно даже вот так рядом. Клей размазываем, чтобы все вот эти перышки под низом приклеились. Вот таким образом. Теперь беру следующее перышко, примеряю. И чтобы у меня получился вот такой круглый хвост. Чтобы у вас не было так, что вот так что-то торчит. Или наоборот, вот так, такими срезами. Примеряем так, чтобы все у нас получалось красиво. Так, снова я посмотрела, где мне надо нанести клей. Вот так быстренько наношу клей. Здесь можно работать на горячем режиме. И вот так подклеиваю все. И вот вы видите, равномерно все получается. Беру следующее. Также примеряю. Вот так красиво все у меня ложится. Снова беру клей. Нанесла. И быстро приклеиваю. Смотрите, чтобы основание проволоки у вас совпадало вот с основанием заготовки. Теперь примеряю следующее. И вот вы видите, такой полукруг получается. Наношу клей. Вот видите, клей я наношу в одном направлении. Не ерзаю туда-сюда. Вот нанесла, убрала, нанесла, убрала. Это чтобы перышки у меня не отходили назад, не приклеились к клею.
И продолжаю так. Вот здесь, где у нас хвост идет на снижение, здесь уже не совсем совпадает как бы по вот этим основанию заготовки. Здесь мы уже примеряем, как у вас получается. Вот, чуть выше, чуть ниже. Так вот, я, видите, прикладываю пальчик и вижу, что здесь у меня крайнее, где будет подклеиваться перышко. Наношу клей и подклеиваю. И здесь у меня теперь будут вот эти поменьше, 2 штучки. Даю сначала закрепиться. И посмотрите, какой красивый хвост получается. Вот так. И одно перышко поменьше. Конечно, у каждого получится разное количество перьев. Это все зависит от того, какой густоты у вас сами перышки. Так, вот здесь у меня идеально ложится. Так, наносим клей. Вот здесь в одну сторону клей только наносим, чтобы случайно у нас не зацепилось и не пошло туда-сюда. Уже красиво. И еще один вот сюда. Вот таким образом. Также подклеиваем вторую сторону. Ладно, покажу еще край, как подклеивать. Вот вы видите, у меня такой красивый овал получается. Наношу клей. И даю закрепиться. Обрабатываем вторую сторону. Аналогично. Вот что у меня получилось. С этой стороны, вот вы видите, здесь где-то 2,5-3 сантиметра отходит. И теперь я между ними буду заполнять другими перьями вот эти пустые места. Буду, вот павлин у меня идет, видите, здесь заготовка такая круглая. Ее перекрывать не буду. До нее вот самые такие места буду перекрывать. Беру клей. Так, еще раз сейчас примерю. Какая же у меня тут? Вот. И наношу клей. Наношу клей на заготовку и вот на ленту, где у меня приклеится все. Вот чуть-чуть так. Аккуратно работаем, чтобы не испачкать изделие. Нанесли клей и придавливаем. Все пустые места мы должны закрыть. Как я уже говорила, работаем очень-очень аккуратно. И вы видите, как у нас все заполняется. И продолжаем работу. И по ходу работы вы, конечно же, смотрите, вам надо более длинные вот эти метелочки или более короткие. Так, я подрезала. Здесь у меня по 2 квадратика. Так, убираем ножку у пистолета, чтобы мне было удобно. И подклеиваю. Даю закрепиться. И продолжаю работу. И вот такой у меня хвост получился. И совсем забыла сказать. Вот эту часть нижнюю нам надо подточить. Сейчас я, конечно, буду аккуратно стараться это делать. Я беру грубую наждачную бумагу. И так, вот, это проблема чуть-чуть, но ничего. И хорошо сточить нижнюю часть. Вот у меня понемножку стачивается. Я это сделаю за кадром, но вот эту часть надо сточить так, чтобы у нас образовалась маленькая платформа. Хвостик я буду украшать вот такой филигранью и откусываю кончик, лепесток. И подготавливаю нужное мне количество.
И теперь лепестки я украшу стразами. Я аккуратно наношу клей и подклеиваю стразы. И продолжаю работу. Здесь у меня все сушится. И прежде чем продолжить оформление, мне надо закрепить павлина к моей заготовке. Я беру толстую иглу и вот так вот сделаю отверстие. Прохожу через скотч и через заготовку. И теперь беру свои вот эти перемычки, перетягиваю одну и вторую. И именно ими я буду крепить павлина. Очень хорошо держится. Павлин у меня будет вот в таком положении. И буду крепить я вот за эти вот штучки. Поэтому я беру и с любой стороны, как вам удобнее. Я, наверное, с лицевой стороны прохожу через вот эти отверстия. Вот так и вот так. Через павлина. Через хвост павлина. И затем прохожу назад в заготовку. Вот сюда. С одной стороны и с другой стороны. Такое крепление будет держать вашего павлина намертво. Я подтянула практически к самому основанию, но пока не затягиваю, не одеваю через вот эти штучки. Хотя можно одеть, но не до конца как бы проходить и затягивать. Сейчас объясню почему. Мне надо подклеить павлина, основание павлина к заготовке. Так, чтобы потом затянуть. Вот. Не до конца. Вот здесь, где я делала платформу, мне надо подклеить. Я наношу клей и даю клею немного закрепиться, чтобы он у меня не вылез из-под основания павлина, а подклеился к заготовке. Клей у меня подтянулся, затянулся, и теперь я вот так ровненько сажаю павлина. Даю немного закрепиться и сразу затягиваю. Извините, очень извиняюсь, у меня вторая линия. Вот, и затягиваю сразу здесь. У меня павлин подклеивается снизу и затягивается вот здесь. Вот эти штучки мы подрезаем, они нам не нужны, когда мы затянули. И павлин у нас стабильно держится. И теперь нам надо склеить две заготовки вместе. По ходу работы у меня кое-что тут поменялось. Решила уже стабильно закрепить павлина, поэтому сделала еще два отверстия. И вот павлин у меня просто, ну не знаю, сидит тут хорошо. И место склеивания я задекорирую лентой с петельками. И, конечно, ленту мы декорируем стразовой цепочкой. И
продолжаем работу. Для вешалки я использую ленту 3 миллиметра. И я взяла 24 сантиметра. Если будет слишком длинная, я подрежу. И на верхнюю вот эту часть вот здесь поддеваю. И завязываю узелок. Раздвигаю ленту и утягиваю вовнутрь. Узелок спрячу вот сюда. Так, сейчас, секунду. Почистила носик. И даю закрепиться. Примеряем наши лепестки. Подгибаем, если надо, по возможности. Перехватываю пинцетом и наношу клей. Клей у меня горячий клей на сильном режиме работает, на горячем режиме. И подклеиваю. Даю закрепиться. Затем примеряю вот эту и посередине приклею вот эту. Я вижу, что мне немножко подогнуть надо, чтобы у меня все ровно легло. Заднюю часть хвостика также надо задекорировать. Я буду использовать, как всегда, свои стразы, которые меня спасают во всем. Наношу клей и подклеиваю. И также заполняю пустые места между филигранью. Я взяла ленту 3 сантиметра и 10-11 сантиметров отрезки. И буду их сшивать вот так вместе. Пять отрезков ленты затягиваю и делаю узелок, закрепляю. Этим бантиком я задекорирую заднюю часть павлина вот таким образом. Но мне сначала надо пришить филигрань к бантику. Вот я примеряю и пришью, а затем все вместе приклею. Я пришила филигрань. И вот теперь вот так вплотную приклею бантик. И задняя сторона у меня тоже будет красивая. И прежде чем нанести клей, вот так примеряю и смотрю, где же мне надо его нанести. И также размазываю его. И прижимаю, чтобы задняя сторона ленты приклеилась. И, конечно, заднюю часть нам тоже надо украсить стразами. Я буду использовать клей Е6000.
Наношу достаточно много, потому что здесь у меня большие стразы и прямо из тюбика. Можно использовать любые стразы, которые у вас есть. Я подобрала чуть побольше, чуть поменьше. Надо работать аккуратно. И пустые места я заполню, как всегда, 6 на 9 или 5 на 9. Здесь уже роли большой не играет. Точечно наношу клей и подклеиваю. И вот что в итоге у меня получилось. И вот эту перемычку нам также надо задекорировать. Я буду декорировать ее мелкими стразами. Как всегда, мои спасительные стразы 5 на 9. И именно ими я буду все декорировать. Буду наносить клей на павлина, на тело павлина и немного на вот эту перемычку, чтобы задекорировать. Вот я нанесу клей на павлина и сразу на перемычку. И даю немного, чтобы клей закрепился. И начинаю декорировать. Стразы я буду располагать вот таким острием назад. И все у нас хорошо декорируется. И продолжаю работу. Со второй стороны я заполнила вот тут туловище тоже стразами, поэтому можно, наверное, сначала вот так сразу замазать. Клей у нас как раз немного постоит, и можно все декорировать. Так, я надеюсь, вам хорошо видно. Вот туда я стразы помещаю. И затем немного страз. Так, клей надо вытереть. Страз еще чуть-чуть сверху. И у нас такая получится имитация перышек. И все будет закрыто. И также украсим хохолок. Хохолок я буду подклеивать с двух сторон. С этой стороны и с этой стороны. Так, сейчас тут уложу все. Наношу клей и подклеиваю одну сторону и вторую. И теперь зажму пинцетом, дам закрепиться. И теперь хохолок надо склеить вместе. Совсем чуть-чуть, каплю маленькую клея. Ой, извините, зацепила камеру. И склеиваем вместе. И, конечно, украсим хохолок стразиной с одной стороны и другой. И также мне хочется вот такой маленький бантик добавить сюда. Бантик просто делала, брала ленту, вот так складывала. Тут даже шаблончик не нужен. И прошивала. И, конечно, все лишнее обрезала.
И подиум с одной стороны я решила сделать россыпь страз. Смотрится, по-моему, очень красиво. И чтобы раскладка у вас получилась такой, как вы хотите, сначала выкладываете камни, а затем просто вот их поднимаете, наносите клей и на место приклеиваете страз. Таким образом вы как бы заранее делаете раскладку, и все у вас получается именно так, как вы задумали. И продолжаем работу. И здесь у меня стразы подклеены, это как капли дождя, и вот они переходят вот сюда на вторую сторону. Получилось очень красиво. Мне нравится полученный результат. Посмотрите, какая красота. И очень красиво смотрится на елочке. А на сегодня все. Надеюсь, видео вам понравилось, было полезным и вы узнали что-то новое. Жду ваших отзывов. Пока-пока.